Приветствую вас, любители искать правду. Сегодня я вам расскажу довольно частую проблему, которая случается у людей. Онемение рук. В первую очередь начинается это все с онемения пальцев рук, временного, периодического. Вот. Болячка неприятная, многие не знают, как ее лечить. Даже опытные массажисты, многие не знают, откуда идет эта проблема. Сколько у меня было пациентов с этим симптомом онемения рук. И они бывали у многих массажистов, причем таких, казалось бы, опытных, но лечение они получали абсолютно неадекватное. То есть, как правило, неопытные массажисты непосредственно пытались работать там с руками, массаж рук, хотя причина находится совершенно в иной плоскости. Совсем уж опытные массажисты, они знают некоторые более глубинные цепочки этой проблемы и пытаются воздействовать на них, но тоже не понимают первопричину, которая находится во внутренних органах. Почти все хронические болезни так или иначе берут свое начало от нарушения функций внутренних органов. Значит, есть в теле человека такая группа мышц, называется лестничные мышцы. Вот на картинке вы видите пучок мышц, да? Прикрепляются они одним концом к поперечным отросткам шейных позвонков, другим концом, проходя под ключицей, они крепятся к первым двум ребрам. Есть три лестничных мышцы: задняя лестничная мышца, средняя лестничная мышца и передняя лестничная мышца. Как вы видите, между задней лестничной мышцей и передней лестничной мышцей возникает своего рода ножницы. То есть между этими группами мышц проходит нервное сплетение и подключичная артерия, которая питает руку кровью. Вот. И вот, скажем так, срединное звено проблемы онемения рук — это именно вот эти лестничные мышцы, вот, которые пережимают нервы и артерии, нарушая иннервацию и кровоснабжение руки. Значит, почему эти мышцы входят в состояние спазма? Многие мануальщики и массажисты, как правило, относящие себя к верхушке иерархии массажистов, они будут вам втирать, что причина в шейном остеохондрозе. Вот. Но это не так. Шейный остеохондроз к спазму этих лестничных мышц не имеет никакого отношения. Как правило, шейный остеохондроз — это сопутствующее состояние этой проблемы. То есть помимо онемения рук возникает параллельно еще и шейный остеохондроз из-за смещения шейных позвонков, потому что чаще всего напряжение этих мышц, оно асимметрично. То есть, например, левая часть этих мышц с левой стороны напряжена, а правая либо менее напряжена, либо более или менее в нормальном состоянии. Из-за этого асимметричного перекоса лево-право возникает смещение шейных позвонков, что впоследствии за несколько лет формирует остеохондроз шейный, со смещением шейных позвонков. Вот, поэтому крутить шею у мануальщиков — это бесполезно. Делать массаж шейно-воротниковой зоны — это не только бесполезно, но еще и вредно. Потом в другом видео я объясню вам, почему это вредно. Вот. То есть единственный способ решить эту проблему — это
убрать глубинные причины спазма лестничных мышц. Вот. Давайте немножко расскажу, собственно, о самом онемении, как оно обычно возникает. Сначала у человека периодически на некоторое время, как правило, небольшие отрезки времени, возникает легкое онемение пальцев, особенно безымянного, мизинца и среднего. Вот. Потом промежутки увеличиваются. Вот. Все это происходит все чаще, онемение рук, точнее пальцев. Вот. Помимо этого, следующая стадия после онемения пальцев начинается из-за нарушения кровообращения рук, раны на руке, на этой руке, где возникает онемение, они медленно заживают. Ну, элементарно нарушено кровообращение. От этого медленнее будут заживать раны. Дальше это может перейти прям в хроническое, постоянное онемение пальчиков. Да? То есть большую часть времени они будут в таком онемевшем состоянии. Вот. Параллельно с этим и дальнейшая стадия – это ослабление мышц рук. Как правило, человек это плохо чувствует, когда к нему подкрадывается это состояние, особенно если образ жизни не связан с тяжелым физическим трудом. Если человек много физически трудится, он более или менее способен заметить, что одна из рук стала слабее. Вот. Например, офисный работник может долгое время не замечать, потому что он не нагружает руки. Дальше следующая фаза этой проблемы, если причина не решается, следующая фаза – это рука начинает медленно, постепенно усыхать. То есть мышцы становятся слабее, тоньше, меньше, уменьшаются в размерах, а там через несколько лет смотришь прям и глазами видно, что обе руки сильно отличаются. Здоровая рука имеет нормальную мышечную массу, а рука проблемная, она прям как у дистрофика. Вот когда происходит начало усыхания руки, вот этот процесс, он необратим. Практически необратим. Я не знаю случаев, чтобы у человека оно все восстановилось. Вот. Ну или, по крайней мере, на это нужны годы, на то, чтобы восстановить мышечные все эти структуры, деградировавшие. Вот. Поэтому лучше все-таки процесс остановить на ранних стадиях. Более того, я вам так скажу, что онемение рук, ослабление руки проблемной, это сущая мелочь по сравнению с теми процессами, которые параллельно происходят во внутренних органах. То есть человек может жить с высушенной рукой, вот, с ослабленной рукой, но, извините, он не сможет выжить, когда у него рак легкого, например, да? Вот. А теперь мы переходим, собственно, к главному, о чем я хотел сказать. Главная причина спазма лестничных мышц, пережатия вот этой артерии и нервного сплетения, главная причина является воспалительные процессы в том легком. Например, это может и в обоих легких быть. Если в обоих легких идет воспалительный процесс хронический, то и слева, и справа будут лестничные мышцы напряжены, и нарушение кровообращения, и иннервации будет в обоих руках. Если какое-то одно легкое в плохом состоянии, соответственно, на той стороне и будут напряжены вот эти лестничные мышцы. Вот. То есть, например, если у вас не имеет пальцы левой руки, соответственно, можете быть уверены, что у вас проблемы в левом легком. В левом легком. Значит,
Вот другая картинка, если кто не понял, да, как эти мышцы расположены. А теперь давайте посмотрим, какие еще симптомы у человека помимо спазма лестничных мышц бывают при проблемах в легких. Вот картинка спины женщины. Да? Обратите внимание, вот даже на этой картинке видно, что у этой женщины, если, конечно, у нее обе руки расслаблены, если она там специально не напрягла, не приподняла плечо левое, если это естественная ее поза, то с большой вероятностью у этой женщины проблемы легкие, как минимум легкие воспалительные процессы в левом легком. Да? Смотрите, здесь лопаточка видна, контуры, внутренние контуры лопатки, да, которые близки к позвоночнику, вот четко выражены, да. А здесь, видите, бугор мышечный такой формируется. То есть контур лопатки не виден. То есть здесь спазм мышечный у нее. Раз у нее здесь спазм, значит у нее проблемы с левым легким. Итого, значит, смотрите, одним из важнейших симптомов проблем легких это болезненность и спазм вот в этих местах. То есть, если слева от позвоночника это левое легкое, справа от позвоночника это правое легкое. Вот если вы чувствуете, что у вас здесь болит, ноет, можете быть уверены, у вас проблемы с соответствующим легким. Дальше следующий симптом. Как правило, почти всегда, помимо боли между лопатками, проблемы с легкими приводят к нарушению функции состояния толстого кишечника, потому что с точки зрения традиционной китайской медицины легкие это парный орган с толстым кишечником. То есть легкие это инский орган, толстый кишечник янский орган. Соответственно, у человека, у которого идут воспалительные процессы, например, в левом легком, у него будет напряжена левая часть толстого кишечника. И это будет приводить к спазму вот этих зон. То есть это будут болезненные зоны. Назовем эту зону верхнежопия, так называемая. Да? Вот. Если правая легкая, значит вот эта зона. Вот. Значит, теперь другие симптомы проблемы с легкими. Это по утрам у человека слизь. Много слизи выходит из носа, из ротовой полости. Ему хочется отхаркаться от слизи. Это очень выражено именно утром. Вот. Ну, про спазм лестничных мышц это понятно. Я вам рассказал. Значит, что еще? Если у человека проблемы в левом легком, у него будет с большой вероятностью геморрой. Вот. Либо заметный внешний геморрой, о котором человек знает, либо скрытая форма геморроя, там внутренние узлы, которые человек пока еще не видит, пока они еще не вывалились наружу. Значит, что еще? Если у человека проблемы с левым легким, левой части толстого кишечника, у него также с большой вероятностью будет загиб желчного пузыря. И опущение правой почки. Она может быть приопущена. Левая, наоборот, будет напряжена. Если правая легкая в большей степени проблемит, это будет выражено проблемами еще и с печенью. Вот. И также это может быть связано с проблемами аппендикса. То есть правая часть толстого кишечника, там у нас внизу находится аппендикс. Вот. Также это будет связано, проблемы правого легкого могут параллельно идти с проблемами в паховой области, там грыжи какие-нибудь, например, паховые.
вот, колени проблемные, да. Вот, это так, особенность асимметричных состояний. Что еще? Ну вот как-то так. Как это все лечить, я вам расскажу попозже. Но одно могу точно сказать, что, как правило, подобные состояния, то есть воспаление в легком, оно же не просто так возникает на голом месте. Почти всегда это связано с паразитарной инвазией. То есть воспалительный процесс с участием паразитарной микрофлоры. То есть в легких очаги воспаления паразитарной природы. Там те же аскариды могут быть в легких, например. И убрать из легких паразитов очень и очень непростая задача, требующая весьма нестандартных и необычных решений. Вы можете на протяжении нескольких месяцев употреблять килограммами антипаразитарные препараты, но это может не помочь, вот, потому что тут есть некоторые особенности. Вот как-то так. Да, еще, кстати, когда у человека проблемные легкие, особенно если оба легких проблемят, то еще плюс ко всему нарушается нюх у человека, и вкусовые рецепторы очень сильно притупляются, пища становится безвкусной. Тоже неприятная штука. Вот. Аллергии, опять же, аллергические состояния тоже бывают при воспалениях в легких. Еще такой момент. Когда левое легкое проблемит, это почти всегда приводит также и к нарушению работы поджелудочной железы и желудка. Они очень связаны между собой. Левое легкое и поджелудочная железа. Вот такая интересная, нестандартная информация. Если какие-то вопросы, пишите в комментариях.